Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад событий ближайшего будущего. Таро на неделю с 20 по 26 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И для тех, кому интересно, вы можете перейти в описании под видео. Я оставлю ссылку на статью на своем сайте «Гороскоп планетарный» на май 2024 года. Прочитайте, посмотрите, а также оставлю ссылки на другие видео. И я надеюсь, какой-то пазл для вас или какой-то вопрос вам помогут. Как и видео, так и планетарный гороскоп решить или определиться с чем-то. Мы же идем дальше. И первая карта в нашем традиционном раскладе, что важно знать. Что для вас, мои дорогие, будет эта неделя? Или что для вас будет в приоритете? Что для вас будет важно? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, по мнению карт? Что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни посмотрим с вами энергии. Дела, работа, бизнес. Финансы. Личная жизнь. Что же важно? Момент перехода тройка пентаклей. Это какая-то часть нашей жизни заканчивается, как жизненная эпоха у кого-то заканчивается. И мы переходим на новый уровень. Это карта сдачи экзамена. И у кого-то конкретно вы сдаете экзамен, получаете сертификат, проходите и завершаете процесс обучения. И в последующем либо начинаете свою трудовую деятельность вообще, или период экзаменационный, когда вы подтверждаете свою экспертность, профессионализм. И тоже для вас это новый уровень. По этой карте всегда в последующем, благодаря полученным знаниям, будет увеличиваться наш доход. Для кого-то это карта прохождения жизненного экзамена, когда вы тоже должны с чем-то определиться. Не может быть как раньше. Или для себя какие-то параллели провести, чего вы не хотите, может быть, задать себе вопрос, чтобы определиться, что же для вас в приоритете. Ну, здесь у каждого по-разному. Но изучать как будто что-то вам придется, мои дорогие рыбы и рыбки. Или адаптироваться к новым условиям, где вы находитесь. Или к новым условиям в обстоятельствах вашей жизни. Неожиданности. Луна. Вам с чем-то придется определяться. Луна – это 1000 неопределенностей. И, кстати, нужно быть готовым к неожиданностям. Мы не можем совершить оплошность какую-то. Да, она как бы может в нашей жизни появиться, но наша задача что-то додумать рационально, не торопиться. Карта говорит искусство мелких шагов. Умение со всеми договариваться, вот это будет очень важно. И где-то выбрать, для кого-то как подсказка, место вашей безопасности. Может быть, меня люди смотрят из разных стран, и в неожиданностях именно для вас будет место важное еще. Не просто ваша какая-то задумка, а территориально вы будете для себя что-то определять. Или это будет связано с изменениями места вашего жительства. Кто-то захочет изменить по разным позициям, по разным ситуациям. У кого-то это уже спланированный переезд, у кого-то из вас это то, что вы только будете планировать и искать. Да, куда я отправлюсь. Для кого-то это не очень далеко, но тоже вот меняются условия вашей жизни в неожиданностях. Может быть, придет такое известие. Но знаете, искусство, как я сказала, мелких шагов требует такой тактики, когда мы сделали шаг и остановились, осмотрелись, оглянулись по сторонам, послушали, что говорят люди, то есть проанализировали, что нас окружает, кто и как это проигрываются наши действия. Нельзя делать что-то наобум, мои дорогие. Для кого-то из вас личная жизнь в неожиданностях, какие-то вопросы могут как раз выйти на поверхность. Или вы узнаете, так отчасти для девочек, хотя кто знает, может быть и для мужчин известие, что ваша любимая женщина ждет ребенка. Или для девочек. Вот какие-то такие вопросы по Луне могут быть.
И тогда вот этот жизненный этап тут по-разному может сыграть тоже. Будьте внимательны. Чему сейчас не время? Кому-то что-то обещать, проявлять свою силу. Или, ну, давать какие-то гарантии, или в обязательства вступать, или говорить, я могу решить все вопросы, или действительно даже сильная позиция, но тут самого себя сохранять от начала до конца, и по карте Луна, видимо, это тоже будет очень важно. Не время где-то самому себе говорить, что самоуверенность это прекрасно, но все-таки у вас позиции выпадает, чему сейчас не время. Значит, какие-то гарантийные обязательства или обязательства в отношениях, может быть, для кого-то это важно услышать, не время брать. Или когда вы на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, взвалите кучу работы, и тогда вы не сумеете какой-то свой важный проект завершить, или совершить, или перестроиться, или успешно пройти экзамен, мои дорогие, у кого-то и так. Должно быть время для самого себя, самой себя. Что вам будет помогать? Рационализм, хладнокровие и, может быть, закон. Или логически вокруг вас есть какая-то ситуация, и вы ее увидите без эмоций, без каких-то предубеждений, а то, что есть по факту. Король мечей – это тот, который знает и умеет правильно оценить обстановку, умеет правильно оценить свои силы, вовремя избавиться от ментального мусора, то, что не способствует его продвижению. Для кого-то из вас помогает буквально, вот по этой карте проходят узкие специалисты или люди, работающие с металлом. И для кого-то, я говорила, вопросы по дому, которые вы можете как улучшать свое благополучие. Может быть, вы пригласите специалиста, который будет, ну, какие-то работы в доме, в вашей квартире наводить порядок, ну, в плане, может быть, коммуникаций каких-то серьезных, когда именно нужен специалист, рационализм. Для кого-то это могут быть врачи, и узнать о себе что-то подробнее, или дантист, или пройти обследование, или обратиться к специалисту, если вас что-то беспокоит. Карта не говорит о болезни. Но вот такая разноплановость по этой карте, а ведь еще проходят юристы, когда мы должны даже обратиться к специалисту, вместо того, чтобы додумывать что-то самостоятельно. Так вот, такие разные направления объединяет эта карта в одном ключе, что есть рационализм, есть какая-то логика. И когда мы узнаем или делаем что-то по правилам, по закону, так как это мы сделали, выяснили, и мы точно знаем, что мы к этому либо не возвращаемся, либо это так есть на самом деле. Делаем тоже наверняка. Это все вам помогает. У кого-то, правда, узнать законы, что скрыто. Солнце, ваше солнце, мои дорогие. И это вы можете чего-то не видеть. Может быть, нам поэтому карты и говорят, ты тут не впрягайся во что-то. Но буквально так. Извините за эту не самую литературную фразу, но тем не менее, тут себя не обесточить. И солнце ведь в позиции, когда вы не видите каких-то для себя перспектив пока. Потому что тысяча неопределенности в неожиданностях. Поэтому сохраняйте все то, что вы намеревались сделать. Прояснить что-то? Да. Это правда, это будет со знаком плюс. Но сказать, что мы даем в эту неделю какие-то обещания кому-то, нет. Потому что больше на самосохранение и какой-то вот ваш план. Вы можете как раз, если была предыдущий период какая-то путаница, на этой неделе она тоже где-то в неожиданностях выпадает карта Луна, тысячи неопределенностей. Но нам говорят, Луна это временно, выглянет Солнце, и все встанет на свои места. И вот оно, солнце. Оно действительно пока скрыто. У вас два светила, две противоположные энергии. И поэтому у кого-то, правда, могут быть несовпадения в плане направлений по части ваших желаний, честолюбивых амбиций, ваших планов на будущее, переездов, изучений и личной жизни. Вы можете мыслить в одном направлении, ваша вторая половина может думать в другом направлении. И все-таки карты больше говорят о том, что вот есть какая-то твоя миссия, и ты должен ее осуществить. А кому ты дорог, тот тебя догонит. Или сведет судьба. Вот есть или встанет что-то по своим местам. Но солнце мы не можем игнорировать, мои дорогие. Поэтому ваши скрытые планы, или вы для чего вы что-то изучали, может быть, предыдущий период времени, или то, что вы хотели как качество жизни собственное отстроить.
есть смысл что-либо продолжать. Понимаете, не отступайте от каких-то своих позиций. Это не значит, что мы вот где-то так вот прямо упрямо, упершись, какую-то свою линию гнем. Нет, нам говорят, что есть закон, вот ты как-то согласуй, узнай, как это в твоем случае обустроить лучше. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы, но и в то же время не было какой-то, ну, как расхождения или какой-то диссонанса с законом или с какими-то традициями. Но ты все-таки осуществи, о чем ты мечтал. Не отказывайся от своей мечты, если в данный момент времени обстановка темновата, или ты просто не видишь, как ты сейчас можешь на что-то воздействовать. Поэтому что-то продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Как-то так. Дела, работа, бизнес, маг. У вас очень сильная позиция. И все то, что я сейчас говорила, я уже не повторяюсь. Карта это подтверждает. Продолжай, либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. Финансы. У вас 2 карты, посмотрите. И в карте сила. Значит, не случайно, редко тоже бывает такое сочетание, ведь это энергетика одинаковая, когда карта силы и карта мага выпадает в одном раскладе. Так вот, да, вы маг, волшебник, но никто не должен об этом знать. У вас сильная позиция, но тоже нужно оставаться в тени. Нужно быть больше за кулисами, нежели на авансцене. Солнце еще пока тоже за кулисами. Сейчас пока 1000 неопределенностей. И поэтому никому ничего не обещать, а просто исполнять то, что вы себе наметили. И это по финансам. Буквально, может быть, что-то нужно просчитать и не оплошать. Рассчитать какую-то свою финансовую траекторию. Или в зависимости то, что вы планируете, ведь это старший аркан, не должно быть какого-то пролапса, должна быть гармония. И весы, то есть баланс должен быть финансовый, в принципе, от начала до конца. И, может быть, поэтому нам карты говорят, будь магом и волшебником. Совмести то, что, может быть, совместить сложно. Определись с чем-то. Ну, план ты свой, у тебя удивительное время, когда ты можешь это осуществить. Любая ваша задумка в личной жизни. А вот тут могут быть, правда, то, что я говорила, вы видите в одном направлении, а кто-то, может быть, из ваших друзей, из ваших близких, из ваших, ну, может быть, и родственников вас может не одобрять или видеть в другом направлении. Рыцарь мечей – это бунтарь без причины. Это вам может захотеться сказать или доказать, что нет, вот будет так, или в какой-то такой концепции, как я бы этого хотел. С вами могут спорить. А маг, он не спорит. Он действует мягко, так вот, завуалированно и по-своему. Вот для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будет это очень важно. И в то же время, ведь вы можете столкнуться с людьми. У нас вверху выпадает король мечей. Когда нам сказали, вам помогает, когда вы делаете что-то по закону. И вам, возможно, приходит какая-то новость. И тогда вам нужно добрать недостающую информацию. Не делать что-то на авось, а узнать, как в отношении вас работает закон. Кто-то из вас специально будет обращаться к специалистам, которые могут в этом помочь. Собрать нужный пакет документов или сказать, каким образом этот пакет нужно оформить, или где какая бумага получается, допустим, вот что-то такое подобное. С вами могут не соглашаться, вы с чем-то можете не соглашаться, а вам придется все равно быть магом. Не имеет значения эмоции. И не имеет значения какие-то чьи-то обещания. Про ваши обещания нам сказали, не давай никому обещаний. Здесь наоборот, вы как путь какой-то выбираете. Ну вот, наверное, вот это самое солнце. И необходимо, видимо, быть в таких энергиях и держать марку. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.